Всем привет! Наконец-то у меня дошли руки до MCP. В этом видео поговорим чуть подробнее. У меня уже есть одно видео на канале, что это такое и как это работает. Если не видели, посмотрите. Я оставлю ссылку в описании, и она должна всплыть где-то здесь или здесь. Но в этом видео мы немного углубимся и посмотрим, что n8n сделала для MCP. Так, первое, что хочу сказать, что появились два узла. Это MCP Tool, MCP Client и MCP Server. То есть n8n дало возможность создавать свои собственные сервера, что, как по мне кажется, это очень интересный ход, который можно использовать в своих интересах. Но минус в том, что ты не можешь использовать, например, MCP, которые работают не на сервер side event. То есть, если вы заходите и видите какой-то, в данном случае я показываю пример GitHub, вы заходите и видите MCP сервер, и здесь команда npx, то означает, что вы не можете так просто использовать это из n8n. Потому что, когда ты хочешь MCP клиент использовать, он спрашивает здесь сервер send event. Это SSE как раз протокол, который работает по-другому. Поэтому имейте это в виду. Есть сервера, которые работают по SSE, но большинство работают через npx. Но это видео тоже не об этом. Мы можем использовать свои MCP сервера, которые построим. Для этого вам нужно, вот я для примера быстро собрал, MCP сервер Trigger. То есть в данном случае это MCP сервер, который работает, как вы видите, по SSE. Ты указываешь здесь свой URL, который ты хочешь, по которому он работал, и потом предоставляешь его в клиент. Какие здесь преимущества есть? Преимущества есть огромные в том плане, что ты можешь подключить к этому MCP серверу абсолютно разные tools, да? То есть в данном случае я подключил Википедию, GetRequest и GetCompanyName, это отдельное workflow абсолютно. Там ничего не сложного, там просто возвращается название компании. Компания, название Papers. И потом ты подключаешь этот MCP сервер к своему, допустим, агенту и можешь у него что-то спросить. Давайте проверим. Например, спрошу, так, у нас тут MCP сервер, окей. Кто такой? Из Андрей Шевченко, допустим. Так, он идет, запрашивает MCP сервер что-то возвращает. Так, Андрей Николай Шевченко, Ukrainian farmer, professional football player. Окей. Теперь мы спросим, например, make get request to example.com. И он должен, MCP сервер это должен использовать get request, чтобы получить данные с этого сайта. Да, мы видим, что он что-то получил. Но мы сейчас посмотрим логи. И еще вопрос задам ему. Так, у меня здесь get company name. Get list of companies. А ну-ка. Использует. И он papers. Окей. Здесь возвращается только papers. И еще одно преимущество, которое MCP сервер здесь имеет. Ты можешь... понятное дело, что когда ты его подключаешь к агенту, ты можешь предоставить возможность использовать либо все инструменты, которые есть у MCP сервера, либо их ограничить таким образом, чтобы агент не мог использовать те, которые тебе не нужны. Ну, допустим, если я get request уберу, давайте all except get request, то есть все помимо get request. Сохраним и попросим сделать то же самое make request to http.com. Давайте посмотрим результат. Все, пожалуйста, он уже не может сделать запрос. Это важно понимать, что мы можем регулировать, какие инструменты агент может использовать, если мы построили свой MCP сервер. Это очень удобно, когда у тебя MCP сервер имеет много инструментов, но ты знаешь, что этому агенту не понадобится какой-то из инструментов, и тогда ты можешь ограничить. Давайте посмотрим логи. Так, будем с конца двигаться. В последний раз мы вот просили его как раз
список компаний получить, и он получил Papers, он использовал этот инструмент. Предпоследний раз мы спрашивали сделать запрос, он использовал getRequestNode. И перед этим еще мы спрашивали у Википедии, мы спросили про Андрея Шевченко, и он использовал Википедию. Таким образом, это очень интересный инструмент для построения своих MCP-серверов. Ты не можешь сейчас использовать те сервера, которые не используют SSE, а большинство не использует SSE публичных, но там при использовании не своих серверов у тебя есть определенные риски, которые я описал как раз в предыдущем моем видео, которое обязательно посмотрите, если не видели. И, возможно, поэтому команда n8n в своих клаудных пакетах не дает возможности тебе использовать какие-то публичные сервера, потому что есть какие-то риски, которые они, может быть, как-то обыграют. Но сейчас, пожалуйста, вы можете построить свой сервер, MCP-сервер, подключить туда много нод и подключать MCP-клиент для каждого агента и уже выбирать, какие tools он может использовать. Это очень мощный инструмент. В одном из следующих видео я планирую показать, как я его использую. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если вы хотите посмотреть, как я использую MCP сервер для своих нужд. А так, увидимся в следующем видео. Я слезы как расковаю. Да, ну ладно, хорошо.